Дмитрий Павлович, снимаем. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, добро пожаловать на канал ТП Labs. Сегодня мы вам покажем первые испытания титановой кикибитки. Надеюсь, они пройдут успешно. Господа, что мы имеем на этот момент? Давайте начнем с передней части. В передней части мы поставили тормоза, суппорта поставили. Пока тормозной цилиндр поставили, пока тормоза не подключили, потому что вот здесь надо продумать какие-то раскосины, которые вот так вот идти будут по дуге. Это чуть попозже будет. Так, также укоротили руль для более удобной посадки. Вот эту вот вал. Поставили на место батарею. В батарею мы добавили подогрев. Подогрев реализован с помощью набора для подогрева сидения 12-вольтового. Позже заведем все на свой контроллер. Когда температура будет падать, например, ниже плюс 5, плюс 7, он потихонечку будет прогревать аккумулятор. Ну, чтобы не было деградации литионных аккумуляторов. Очень хорошо лег. К сожалению, показать вам не можем, батарея уже заклепана. Но он хорошо сам наклеивается. Тоненькая такая штучка с подогревом. Так, что у нас далее? Эти основные прихватки проварили. Вот, еще там часть останется. Мы потом все разберем, все проварим до конца. По двигателям. Укоротили их провода, поставили, вроде бы это 5 АВГ, если не память не изменит. Да, 6 АВГ провода, вот, чтобы сопротивление было пониже. Все под гидравлическую опрессовку. Поставили временно контроллеры. Ну, то есть они, скорее всего, здесь стоять будут, но пока так. Присоплили, более-менее, ну, все по-доброму, все нормально. Подсоединили контактор. Подсоединили педаль газа, тормоз у нас пока кнопочный, вот, потому что родные тормоза не работают, более-менее будет оттормаживаться. Также включение зажигания, задний передний ход, как бы вроде бы все работает. Сейчас будем проводить натурные испытания. Вот. Хотя посмотрим, хватит ли тяги, поедет, какая динамика и т.д. По вашим рекомендациям мы рисуем только синюю изоленту. Мы поняли свою ошибку, исправляемся, все понятно, отжали у электрика. Вот она вот здесь везде присутствует в больших количествах. На машину вывесили на деревяшках, сейчас покажу, что все работает. Это зажигание, ну оно не зажигание, включает контактор. Сейчас чуть ждем. Контроллеры инициализировались, газуем, едет. Так, задний ход. Вот, задний помедленнее. Но вот так вот сейчас будем пробовать испытывать на улице. Оно поехало! Газья! Ой! Это она дерзкая какая-то. А что она так это рвет? Каких-то тормоза нет. Что, тяга есть? Да. Ну-ка, я попробую. Ну, это как квадроцикл наш, примерно, электрический. Оно у нее жопа разгружена уже сейчас сильно. Но это ничего, я думаю, потому что мы... Так, смотри, там тормоза нет. Мы нагрузим, если это... Едет плавно. Лимит это вот это вот. Руль легкий. Тормозов нет. Ну, вполне это, она просто очень легкая. Кстати, накат у нее хороший, да? Ты заметил? Получается такая хрень, что как бы когда я даю на газ, одно колесо вывесено, оно начинает крутиться как бешеное, потому что как бы он газ мощность скорее регулирует, чем скорость. Но при этом второе потихоньку крутится и едет. Это он не типа как с дифом буксует. Надо как-то тоже это продумать, а то грязью закидывать будет. В этом нету ничего такого лютого, но как-то это... Ну, свободный дифференциал получился.
он какой-то не свободный, вообще нет, в то колесо крутится тоже, просто типа это медленно крутится, он типа момент какой-то дает, а это быстро, то есть едут они все. Вот сейчас второй едет, хоть это крутится, только закидывает. Так, где вывеситься? Или наехать на каком-нибудь... Можно наехать, сейчас принести. Да, палку, да, показать народу, что это. Слушай, зато можно очень медленно ехать, вообще плавность хорошая. Да, нам говорили, что у нас маятник не будет гнуться, все перекособочит, либо что-то оторвет. Нет, все работает. Ну, на самом деле мы ничего не изобретали, так много машин сделано. Не обязательно везде должна быть независимая подвеска. Раньше, так скажем, вообще мало где она была. То есть технологически нам проще сделать маятник. Ну, я даже не вижу прям сильно, чтобы что-то гнуло, да. То есть, ну, мне кажется, тут сайлент-блоки отыгрывают просто и все. Вот так вот. Надо, конечно, разбираться с контроллерами, а то, конечно, такой бёрнаут лютый получается. Вот. Но машина, по мне, очень легкая, прям набирает хорошо. Блин, ну в какую-нибудь, яму бы заехать. Надо сказать, что у нас гремит. Да, господа, гремит у нас крепеж батареи. Мы с ним немножко ошиблись. У нас были вот на таких зажимах. Ну, что-нибудь придумаем, да? Да, потому что надо чуть к демпферу ее прикрепить. Это вот они гремят. Очень низкий центр тяжести получился. Не страшно на ней дрифтовать. Ну, потом шлем одену, защиту одену. И Коля попробует. Я одену защиту, попробовать Коля, так как у нас профессиональный гонщик. А мы так тут рядом проходили. Едется? Едется. Надеюсь, овраг какой-то лютый сейчас. На подъемчик бы какой-нибудь. Не, сюда мы не будем, мы здесь садим. Не, Вань, в следующий раз надо с тормозами-то будет, да? И взять какую-нибудь это на поддержку. Слушай, смотри, этот поворот нормальный. Такой не вид. Это прикольно. Ну что, господа, как вы видели, наша титановая кибитка уже ожила, уже едет. Есть некоторые моменты, почему-то мощность одного двигателя больше, одного меньше. Но мне кажется, это настройки моторов. Даже один инвертор горячее, другой практически холодный. Но мы нашли их там софт, правда, он на китайском. Ну, покопаемся, разберемся. Я думаю, с этим проблем не будет. Также тут надо много всякого для крепления приварить, разобраться с тормозами. Мы когда это все сделаем, после этого мы еще сделаем нормальный испытательный прогон, уже как бы тормоза нормальные будут, в более жестких условиях погоняем. После чего разберем раму и будем ее уже там отделку финишную делать. Вот так вот. Ну, вроде бы никто не убился, все едет. Это даже неплохо. Почему-то еще странным образом один двигатель в реверсе, то есть один контроллер в реверсе оказался. Потому что если бы подсоединить просто два контроллера, получится одно колесо в одну сторону крутится, другое в другую. У нас сразу правильно закрутилось. Очень странно. Будем смотреть, что там у них с прошивками, с настройками. В общем, разберемся. Ну, машинка едет очень плавно, мне понравилось. Главное, ну, на малом газоне такой момент нормальный, а едет довольно плавно. И получилось легкое в управлении, руль вообще не загружен. Ну что, господа, на этом все. Подписывайтесь на канал, поделитесь лайками. Всего хорошего. Я пошел, погреюсь, а то замерз что-то. Ой, господи. Пока. Ну вот он, исторический момент. Нет, момент не исторический сейчас. Дмитрий Павлович, снимаем. Здравствуйте. Да. Зажигание. Нет, это задний ход, зажигание. И вот газяву нажимаю. А сейчас выключил зажигание. Нет, что такое? Ага. Включил зажигание. Что такое? Подожди. А вот это. Нет, даже здесь включено, начинаем газовать. Сейчас выключено. Да что, садитесь. Не, ну ты давай. Кружок первый сделай. Мне ж страшно. Ванька молодой, я весь больной.
А ты здоровый вон. Все, подписывайтесь. Ой, а читер.